Дорогие друзья, сейчас на этой сцене творческий подарок от модельера Владанны. Необычный солнечный букет, квадрат Владанны, модельер-трансформер, которая в считанные минуты превращает любую женщину в солнечный цветок красоты и радости. Итак, встречаем аплодисментами! Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владанной. Сегодня я для вас подготовила обещанный обзор своего первого варианта, который лег в основу моего пальто свингер. Этот вариант – это летний вариант такого круга в квадрате. Мы им откроем наш летний сезон. Вот вы видите квадрат со стороной 1,5 метра и кругом диаметром 30 сантиметров. Круг обрабатывает кулиса, через которую проходит шнур длиной 2,5 метра. Этот вариант чудесный, он очень удобен, он реально может внести разнообразие в ваш летний гардероб. Это трансформер, и вот возможности его трансформации я вам сейчас продемонстрирую. Первый вариант, запоминайте. Вот этот вариант. Вы сейчас понимаете, почему он лег в основу нашего свингера. Потому что вот вы видите, это круг, а в дальнейшем у меня из этого круга получился овал, когда я уже переходила на стадию пальто разработки. Вот этот вариант блузон-накидка, который очень удобный, нарядный, на отдыхе. Здесь есть наш чудесный шнурочек, который может нам давать возможность эту нашу накидочку фиксировать вот таким образом. И у нас получается вот такой вот красивый вариант. То есть он свободный, ниспадающий, льющийся. Вот вы видите вариант номер 1. Далее второй вариант, который из моего первого, вот мне достаточно только передвинуть, вот вы видите, вот это вот угол я передвигаю по центру. Вот наш вариант. И мои завязочки, вот они, я их сейчас заправляю вовнутрь. У меня в руках 2 уголка, и я эти уголки могу вот так вот завязать. Таким можно просто вот таким узлом. Вот наш второй вариант, который выявляет фигуру, и такой уже блузон, который можно с шортами, с джинсами, ну вот такой вариант. Он может также быть просто в свободном полете, без завязки. Следующий вариант, третий. Я снимаю наш круг и одеваю его на талию. Так. Это, в принципе, может быть и юбка. То есть, ну, в данном случае этот вариант мы рассматривать не будем. Так, вот я беру 2 уголочка и завязываю их на шее. А шнурочком тоже подтягиваю на талии. И у меня получается вот такой красивый вариант с голой спиной.
Такой красивый блузон. Опять же, для лета, для отдыха он будет вас украшать. Дальше мы можем эти два угла завязать вот здесь на спине другим образом. Вот мы завязали, и у нас тоже вот такой новый необычный вариант. Дальше я беру вот эти два угла и превращаю сейчас вариант в майку. Вот я выкладываю на плечах, а другие углы, вот этот угол, я диагонально привожу сюда и завязываю на плече. Так, раз. И второй угол. Вот я его фиксирую. Вот таким образом. Так, сзади у меня вот такой интересный свободный вариант такой вот маечки. Ну и тут хомуточком провисает стильная майка-блуза. Так, дальше вариант. У меня с моим кругом в квадрате предлагались вот такие для девочек топики, предлагались шортики, лосинки. Поэтому я сейчас показываю варианты на себе. А вы уже, помимо моих вариантов, можно еще придумать множество вариантов. Поэтому это такой чудесный круг в квадрате от Владанны. Так, дальше мы перемещаем нашу линию, наш круг вот в эту зону. И у нас появляется вот такой блузон, такая майка, такой вот интересный вариант. Девочки худенькие, аккуратненькие могут сделать вот такое пересечение и завязывать под грудью. Вот такой вот, как топ, майка. Вот такой вариант. Ну, это вариант не для славянского бюста, потому что здесь должна быть аккуратный небольшой размер груди, и тогда будет красиво. В моем случае этот вариант не подходит. Дальше. Следующий вариант. Перемещаемся выше. Мы можем сделать вот такую асимметрию. Асимметрия у нас. Подтягиваем наш шнурочек. Мы можем сделать бретель. Завязать бантик. Так. Вот здесь два узелка мы можем зафиксировать. И у нас получится вот такой вот блузон. Можно также вот этот угол завязать вот с этим углом. Интересная драпировка на боку. Вот таким образом. Так, далее. Перемещаем наш круг на шею, на плечи. И у нас вот здесь мы можем вот таким образом завязать так, а здесь образуются два рукава с помощью узелков. Вот
такой чудесный блузон получился. Мы можем сделать асимметрию. Мы можем подтянуть и уменьшить нашу горловинку. То есть у нас возможность, чудесная возможность вот с помощью этого шнурка и кулисы мы можем себе уменьшать, увеличивать нашу горловину. Так, и еще вариант, мой любимый. Я беру вот эти вот передних два угла и завязываю сзади в узелок. Так. И у меня получается такой блузон. Вот вы видите, который, ну, очень нарядный, стильный. Также я могу на отдыхе набросить, сделать себе капюшончик вот такой. Или же так разместить. Ну, возможность вариации и трансформации очень большая. Модель интересная, любимая у моих клиентов. Я надеюсь, она также станет любимой и у вас. Это трикотаж должен быть подобран, очень эластичный, трикотаж двухсторонний, то есть он должен быть одинакового цвета, как с двух сторон, потому что бывает трикотаж с одной стороны насыщенный цвет, а с другой стороны белесый. Вот в данном случае в этой модели трикотаж должен быть четко двухсторонний. Также нужно смотреть, бывает трикотаж, когда долевая или поперечная на срезе начинает закручиваться, подворачиваться. Такой трикотаж нам не подходит. Он должен мягко, ровно лежать, нигде ничего не подкручиваться, ниспадать. Край обработан ролевым швом, он может быть обработан мелким зигзагом, в зависимости от того, какая у вас есть техника. Ну, здесь нужно сделать кулису и заготовить шнурочек. На шнурочек мне понадобилось 2 полосы по 1,25 м длиной. Я их сшивала, и получился шнур длиной 2,5 метра. Именно такой длинный шнур как раз нам и необходим для того, чтобы мы могли его использовать в наших многочисленных вариантах. Вот мой вариант, предлагаемый девочкам. Это такой топ. Ну, топы были различные. Можно делать укороченную маечку на тонких бретелечках, то есть в зависимости от ваших вкусов. Если вы будете приобретать 1,5 метра, 1,60 м ткани для того, чтобы поместили шнурочки, то вы можете дополнительно приобрести еще и на маечку или, может быть, шортики, то есть уже как вы захотите. Можно эту блузу с джинсами, с джинсовой юбкой, то есть с различными яркими дополнениями. Ну вот как в данном варианте у меня с фиолетовым комбинезоном. Выкройка, как вы понимаете, очень сложная. Это я шучу, потому что здесь достаточно вырезать дырку в квадрате. Но тем не менее я для вас приготовила схему с размерами, и вы с ней сейчас ознакомитесь. Наш квадрат 1,5 на 1,5. Бывает трикотажи шириной 1,60 м. Это тоже очень удобно, потому что как раз с одной стороны у нас
разместятся наши два шнурочка, из которых мы потом сделаем 1-2,5 метра. Вот наше отверстие 30 сантиметров в диаметре. И вы делаете кулису, но предварительно надо не забыть сделать петелечки, обработать так, чтобы наш шнурочек, вот у меня заготовлено 2 петли, здесь в этом участочке надо проклеить, чтобы петелечки не растягивались, не высыпались. Вот вы видите. Так, ну на концах шнурочка я завязала бантики, можно вставить бусинки, это уже как вы сами захотите. Цвет нашего круга в квадрате может быть различный. Вот я набросила на себя вариант блузона. Когда только эта модель родилась у меня, я подготовила показ. Показ проходил на конкурсе красоты в городе Харькове. И все мои конкурсантки, красотки, были одеты вот в различные варианты этого нашего чудесного квадрата. Они вышли на сцену с квадратами в руках, а потом я на сцене делала эти все чудесные перевоплощения и трансформации. Девочки все были разного цвета, яркие, красивые, вся палитра цветов была на сцене. Они были в шортиках, в топиках и вот с этими оригинальными стильными вариантами. Мы завязываем на уголочках узелочки. Ткань трикотаж мягкий, поэтому узелочки завязываются легко, не грубо, очень красивые получаются аккуратные узелочки. Взяв одну модель на отдых, она вам даст возможность быть неповторимой и неотразимой, и меняться, трансформироваться, удивлять всех вокруг. Вот такой красивый у меня блузон. Вот этот вот вариант мой излюбленный, причем я делала и таким образом закалывала, здесь можно брошь. И вот такой вот вариант тоже очень стильный, оригинальный. Это можно завязать бантик на спинке, а можно заправить под низ, и оно тоже достаточно интересно, неординарно. Все в ваших руках. Можно трансформироваться. Мои клиенты, помимо моих вариантов, додумывали еще и приходили, говорили, что Владана, я придумала еще 2 варианта оригинальных. Поэтому вот такая чудесная модель. Первоначально я на нее смотрела, но думаю, ну что, круг в квадрате. Ну, может быть, что-то мне напомнило балахон Аллы Борисовны Пугачевой в начале ее деятельности. Сейчас у нее более оригинальные наряды, но вот она любила такую модель. Или же юбка солнце. Но в процессе того, как вот я с этой моделью подружилась, у меня придумалось, вы видели, какое количество интересных оригинальных моделей. То есть вплоть даже вот так вот сейчас стою, и мне захотелось вот здесь вот завязать, и получился новый вот такой тоже необычный вариант. Поэтому все в наших умелых ручках. Под конец еще свой любимый вариант, хотя они у меня все любимые. Вот такой. Неземная красота. Надеюсь, вам понравились мои чудесные варианты этого круга в квадрате. Как мои конструктора называют, дырка в квадрате. У меня есть модели 3 дырки, 2 дырки, а вот это вот 1 дырка. Поэтому, я так понимаю, к лету мы готовы. Такие у нас разнообразные варианты есть.
на заметке. В ближайшем видео я надеюсь вас порадовать блузой, про которую обещала. Это мой второй вариант, который ведущий к моему чудесному свингеру. Поэтому ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч! Буду вас и впредь радовать своими находками, своими идейками. Всего вам доброго!